Итак, я приготовил solution. Давайте создадим в нем первый проект. Это будет обычное консольное приложение. .NET 10, ничего необычного. Но пусть будет что-то интересное. Давайте назовем его банк. Проверим, что все работает, все окей. Двигаемся дальше. Так, давайте начнем с того, что у нас есть модификаторы доступа для типов и для свойств этого типа, например, для методов, полей и так далее. Давайте для начала создадим первый класс. Пусть это будет аккаунт. Уберем здесь паблик и, собственно, вот рассмотрим то, что у нас есть для типов. Значит, для типов у нас есть такие модификаторы доступа, как private, public и internal. Давайте начнем с самых простых, с private и public. Итак, мы создали класс. Я специально здесь убрал модификатор доступа, который подкидывает райдер. Создадим первое поле. Итак, пусть это будет, ну, я не знаю, что-то простое, string user. Да, понятно, что в банковских приложениях, в классе аккаунт, юзер точно не хранится строкой, но мы это опустим. Это все как бы в рамках просто объяснения, не обращайте на такое внимание. Значит, string user, пусть будет, не знаю, пусть будет баланс. Я предлагаю открыть нам файлик программ, убрать эту панель лишнюю. Это мы, я думаю, уберем, нам не понадобится. Пусть это будет аккаунт 1, new, аккаунт. Вот мы его заимпортили, он как бы создался. То есть здесь у нас паблик было слово, когда я его создавал, выбрали его. Их можно не писать, но я такой практики не встречал. Обычно модификаторы доступа пишутся всегда, и, ну, то есть и в таких случаях тоже обязательно. Так, давайте теперь поменяем модификатор доступа у класса на private и увидим, что мы не сможем больше создать его экземпляр, потому что он стал приватным, то есть он нам недоступен из внешних файлов. Приватные классы существуют в определенных подходах, архитектурах. Это не супер частое решение, но бывает, что приватный класс находится внутри другого класса. То есть в целом такое бывает. Теперь мы поменяем модификатор доступа у класса аккаунт на internal и увидим, что нет разницы по сравнению с public. Все создается, все отлично, все работает. И чтобы выяснить разницу, я предлагаю нам создать еще один проект в нашем решении. Пусть это будет тоже консольное приложение. Создадим здесь класс. Пусть это будет user. И пусть у него будет username. Да, пусть у него будет одно поле username. Давайте теперь откроем файл программ, который принадлежит проекту Identity. Поместим его вот здесь для удобства. Юзера из проекта Identity поместим здесь. И давайте сразу для примера создадим здесь экземпляр класса user. Пусть это будет user 1, ну, это не важно, но для примера пригодится. Значит, мы создали, все работает, у него модификатор доступа public. И следующим логичным шагом будет поменять юзера со string на настоящего юзера. То есть пусть у нас юзер будет типа user из проекта Identity. Но, внимание, это сейчас не заработает, потому что у нас нет связи. То есть наш проект банк не знает ничего о проекте Identity. Нам нужно добавить связь. Вот такая вот запись. Она появляется, и, собственно, все у нас проект банк знает о проекте Identity. И на этом этапе я теперь могу продемонстрировать разницу между модификатором доступа public и internal. Меняем у юзера модификатор доступа на internal, и все. Юзер у нас больше недоступен в проекте банк, но он все еще доступен в проекте Identity. То есть о чем это говорит? Что модификатор доступа internal делает доступным этот тип только в рамках assembly, ну, в рамках проекта в данном случае. Теперь мы можем подытожить. Самый открытый модификатор доступа для типов у нас public, а самый закрытый private. Public делает наш класс доступным повсюду, а private делает его доступным, ну, грубо говоря, в рамках файла, то есть скорее в рамках того места, где он создан. Например, приватный класс будет доступен в другом классе, если он создан внутри этого класса.
Изначально, когда я создавал класс аккаунт, я не указал никакие модификаторы доступа для его полей. И в таком случае компилятор считает их как private. Хотя правильным подходом считается всегда вручную указывать модификатор доступа. Например, я для аккаунта 1 попытаюсь вписать баланс, его уже как бы мне не предлагает IDE, но я все равно попытаюсь присвоить значение, и я получаю ошибку, то есть у меня нет доступа к этому полю. Это отсутствие идентификатора доступа равнозначно тому, что здесь написано private, собственно, как и здесь. Но как только я меняю на public, я получаю доступ к значению. На этом этапе считаю правильным отметить, что создавать экземпляр класса таким образом не очень-то и верно. Должен выглядеть скорее вот так. Собственно, как и прописывать свойства класса, так тоже неправильно в C-Sharp. У нас есть специальный встроенный механизм. Он выглядит вот так. Название. Это два встроенных метода getter и setter. То же самое делаем для баланса. Для чистоты поправим. Хотя у нас user и баланс, и модификатор доступа public, но по факту они таковыми не являются. И скорее это относится к этим встроенным методам getter и setter. Когда мы здесь создаем экземпляр класса аккаунт 1, мы присваиваем балансу единицу. И мы это делаем, по сути, это не напрямую, а вызывается метод setter, который принимает это значение, может иметь расширенную функциональность, валидацию и помещает его в наши свойства класса. Например, чтобы повторить функциональность, вот эту вот у нас здесь user private, мы должны написать здесь private у сеттера. То есть эти методы также имеют модификаторы доступа. По дефолту они публичные. Смотрите, мы пытаемся создать юзера, и у нас нет такой возможности, потому что здесь private. Мы можем убрать его, то есть по факту сделать его публичным, и юзер создаться. Также этих методов может не быть, каких-то из них может не быть. Они могут быть, например, не set, а init, очень интересная штука. Например, мы создали экземпляр класса, во время инициализации вызывается этот метод. Я хочу поменять баланс, и я этого сделать не могу, потому что здесь метод init. То есть это мне запрещено. В то время как setter позволяет. Дальше предлагаю рассмотреть модификатор доступа internal для свойств и методов класса. Для этого давайте откроем наш класс user из проекта identity и откроем программ из проекта identity. Теперь поменяем здесь его свойства на нормальный способ записи. Пусть это будет string и пусть это будет username. Теперь, создавая аккаунт и инициализируя юзера, давайте сразу присвоим ему username. Даже сделаем не так. Давайте пусть будет здесь required свойство. И тогда у нас он будет требовать при создании инициализацию. И пусть здесь будет какое-то имя. А я напоминаю, у нас здесь public теперь, не internal. И здесь тоже мы создадим какого-то юзера. Смотрите, наш класс user имеет модификатор доступа public. Его поле username и его методы get и set имеют модификаторы доступа public. И мы можем воспользоваться методом set поля username в файле program.cs identity. Также можем воспользоваться в файле program.cs в проекте банк. То есть он абсолютно доступен. Но теперь мы здесь напишем internal и смотрите, что произойдет. У нас в файле program.cs проекта identity есть доступ, а вот уже во внешнем проекте, в файле program.cs, доступа нет. То есть здесь работает так же, как и с классами. Модификатор доступа internal дает доступ к этому свойству или методу только исключительно в рамках своего assembly или проекта. Теперь для примера мы воспользуемся методом get. Возьмем значение. Это у нас user, username. У нас есть доступ к геттеру из внешнего проекта и есть доступ из внутреннего проекта. Но теперь мы возьмем, уберем здесь internal, у нас появляется доступ везде, и вместо паблика здесь зададим internal. Что произойдет? Теперь у нас нет доступа ни к юзернейму, ни к геттеру, ни к сеттеру. То есть так это работает. Когда мы прописываем здесь internal, то есть оно работает для всех его методов.
Давайте для демонстрации создадим еще один класс в проекте банк. Пусть это будет deposit account. И пусть у нас он наследуется от класса account. Но обратите внимание, когда мы унаследуемся, у нас возникнет ошибка, потому что у класса родителя модификатор доступа internal, а у нас здесь класс, модификатор доступа public. У родителя не может быть модификатор доступа ниже, чем у его наследника. Если мы у наследника сделаем internal, то все сработает. И теперь для класса account метод set для поля balance давайте сделаем protected. Protected служит для того, чтобы защитить этот метод или это свойство от внешнего доступа. Мы позволяем изменять или пользоваться этим свойством только в рамках этого класса или его наследников. А во внешнем контуре мы не можем к нему получить доступ. Также я бы хотел выделить еще один модификатор доступа. Называется он Private Protected. И суть его такова, что это тот же Protected, но с дополнительным слоем защиты в виде защиты сборкой. Если бы наш класс Deposit Account находился бы в другой сборке, он бы не смог пользоваться этим свойством, не смог бы перезаписать balance, например. И чтобы кратко продемонстрировать эту функциональность, мы возьмем экземпляр класса Account и у свойства Balance вызовем метод set. Получаем ошибку, потому что здесь private. Уберем здесь internal, заменим его на public. Ошибка все еще сохраняется, но мы напишем здесь internal. Теперь срабатывает условие или. Или мы вызываем этот метод set из этой же сборки, или же вызывает его наследник. Наследник этого класса account. Вот здесь.